Для нижней детали прихватки мы возьмем основную ткань. Для самой нижней стороны вот такую темненькую ткань я взяла. И синтепон. Также вам понадобится выкройка детали. Она у нас идет под номером 10 на листе выкроек. Распечатайте ее и вырежьте. Из основной ткани для низа и синтепона выкроите 3 прямоугольника одинаковых размером 25 сантиметров на 20 сантиметров. Мы их сложим вместе и простегаем. Потом вырежем деталь необходимого размера. Для того, чтобы простегать деталь, надо нанести сначала узор. Я предлагаю вам простегать вот такими квадратиками. Для этого возьмите разлиновку, которая прилагается к этому видео. Распечатайте ее на обычном принтере в 2 экземплярах, то есть 2 листочка. И склейте таким образом, чтобы квадратики вот так вот сходились. После этого возьмем одну из деталей, любую, какая вам больше нравится. Я вот эту возьму, потому что она более светлая, и мне удобнее будет наносить эту разлиновку. Возьмем бумажный скотч и прикрепим. Чтобы ткань не сдвигалась, прикрепим ее скотчем. Выровняйте вот так вот, чтобы было все ровненько. И теперь возьмем линейку, возьмем ручку, исчезающую от горячего, или маркер по ткани, или мел, чем вам удобнее будет рисовать. И вот таким образом нанесем линии для стежки. Все, нарисовали мы квадратики. Можно теперь снять скотч. Теперь возьмем ткань для нижней части, синтепон и разлинованную нашу часть. Мы вот таким образом сложим лицевой стороной наружу, как видите, вот так, выровняем все. И теперь мы будем простегивать по вот этим вот линиям. Если у вас есть верхний транспортер, шагающая лапка, то тогда вам достаточно будет просто сколоть булавками и стягать. Но если у вас нет верхнего транспортера, тогда нам придется эти все 3 слоя просто прометать. Смотрите, я сметала деталь во всех направлениях. Теперь мы будем стягать. Для того, чтобы стежка получилась ровная, аккуратная и красивая, соблюдайте несколько правил. Во-первых, начинайте стягать не с края детали, а с середины. Ну, где-нибудь вот здесь, например, или вот здесь. И соблюдайте всегда направление стежки. То есть, если вы, допустим, начинаете стягать сверху, то все время каждая последующая строчка тоже будет у вас сверху вниз идти. То есть вот так. Не вот так вот стягаем, а вот так. Возвращаемся, возвращаемся, возвращаемся. И еще стягайте попеременно. Сначала в этом направлении, потом в этом направлении, в этом направлении, в этом направлении. И так до конца. Я заправила в машинку нитки. Верхнюю нитку серую, нижнюю нитку черную. То есть под цвет своей ткани. Длину стежка выставила на 3. Начинаем. Строчим по нашим нарисованным линиям.
Ниточку обрезаем. Возвращаемся опять наверх. Теперь строчим под углом 90 градусов. Обрезаем коротко. Возвращаемся опять наверх. Опять разворачиваем и делаем следующую строчку. И так далее. И таким образом простегиваем всю деталь. Смотрите, какая у меня получилась деталь после стежки. Я ее простегала до конца, потом удалила всю наметку, обрезала по краям лишние ниточки длинные, чтобы они нам не мешались, и отпарила утюжком. Теперь нам нужно выкроить деталь по выкройке. Смотрите, у нас будет вот так, то есть вот эта серая сторона, она будет наверх. Поэтому мы берем выкройку номер 10, накладываем вот таким вот образом, скалываем булавками. Скололи и вырезаем по контуру, без всяких припусков. Булавки можно вытащить. Вот она, наша вырезанная деталь. Теперь берем деталь верхней части, складываем все вместе и прищепочками прихватываем по краям. Теперь на машинке прострачиваем по периметру, вот так вот делаем строчку, прихватывая обе детали сразу. Смотрите, чтобы хвостик у вас в шов не попадал. Я прострочила по всему периметру, включая и вот эту вот часть тоже. Если у нас где-то что-то торчит здесь, то можно немножечко подрезать, подровнять. Чтобы края были ровные. Осталось только обработать косой бейкой. После того, как мы все прошили по кругу, возьмите теперь хвостик, вот так вот отложите от края 11 сантиметров. И отрежьте. Это нам лишнее. Теперь хвостик мы согнем на обратную сторону. Вот так. Смотрите как. Видите? Вот так. Приколите прищепочками. Вот. Видите, как оно должно быть. И пристрочите вот здесь на машинке, чтобы он держался. Теперь мы обошьем мышку по периметру косой бейкой. Нам понадобится косая бейка шириной 3,5 сантиметра и длиной 60 сантиметров. Если вдруг вы не можете вырезать косую бейку такой длины, может быть, у вас не хватает длины ткани, тогда можно сделать несколько кусочков и их сшить. Смотрите, как это делается. Вот у нас один кусочек косой бейки. Второй кусочек косой бейки мы накладываем перпендикулярно. Вот так.
скалите булавочками. Здесь можно метку поставить. И прострочите от угла до угла. Чтобы было удобнее, можно прорисовать линию. Прострочили. Смотрите, все у нас нормально. Теперь вот это вот лишнее можно отрезать. Эти уголки. Разутюжить. Теперь нам нужно отрезать нужную длину косой бейки. Это у нас будет 60 сантиметров, как я уже сказала. Здесь нам вот это тоже не нужно. Отрежем. 60 сантиметров это уже с небольшим запасом. Берем нашу прихватку. Начнем мы снизу. Переворачиваем на изнаночную сторону и начинаем с помощью наших прищепочек прикреплять. Начните примерно в середине, потому что это самое плоское место нашей прихватки, и здесь удобнее всего будет нам сделать стык. Косую бейку немножко растягивайте. Вот сюда, в эту петельку проходим. Там, где поворот более резкий, там подтягиваем сильнее. Там, где более плоская, там не так сильно, но все равно чуть-чуть надо подтягивать. Для того, чтобы край косой бейки ложился вровень с краем прихватки. А там, где у нас носик, там нужно растянуть еще сильнее. Для того, чтобы у нас потом не образовалось складочек. Ну вот, мы и дошли до конца, где у нас встречаются концы косой бейки. Сейчас мы ее будем пристрачивать на машинке. Припуск на шов делаем 6 миллиметров. Но смотрите, как мы это будем делать. Мы начнем не с самого края, не отсюда, а примерно отсюда. Мы можем даже сделать меточку. То есть примерно, ну, допустим, сантиметров 6. 5-6 сантиметров можно оставить. Вот так вот меточку я сделаю. Отсюда мы начнем. И с этой стороны, от этого края, мы откладываем примерно 5 или 6 сантиметров. И тоже поставим меточку. То есть мы прошьем отсюда по кругу и до сюда. Петельку нашу отодвиньте, чтобы она нам не мешала. И начинаем строчить от нашей первой метки. Ушко тоже не забудьте завернуть, чтобы оно не попало случайно в строчку. Когда доходим до носика, здесь очень аккуратно делаем плавный поворот. И вот она, наша вторая метка. Давайте теперь проверим, все ли у нас нормально.
Вот здесь у нас, как видите, кончики не пришиты. Здесь у нас хвостик. Смотрите, на этой стороне он у нас не пришит, а на этой стороне он пристрочен. Вот здесь вот в шов. Так, все нормально. Теперь нам нужно сшить концы косой бейки таким образом, чтобы у нас место стыка было практически незаметно. Давайте опять возьмем наши прищепочки и сколем. Сначала первый конец мы прикололи. И теперь сверху так накладываем второй. Это там, где мы заканчивали строчить. И вот здесь один на другой мы накладываем. И можно сколоть одной прищепочкой. Вот так вот выровняем. И поставим меточки, где у нас заканчивается бейка. Вот здесь и вот здесь. Отложим в эту сторону 3,5 сантиметра. Прорисуем линию вертикальную. Вот так. Теперь можно по этой линии отрезать лишнее. Оно нам уже не нужно. Итак, уберите прищепки и сложите два свободных конца косой бейки вот таким образом. Под углом 90 градусов. Теперь нам нужно сшить эти два кончика вот так, по диагонали. Эту линию можно тоже сразу нарисовать. Складываем, скалываем булавочками. И на машинке прокладываем вот так вот строчечку. Прострочили. Теперь лишнее мы обрежем. Припуски разложим в разные стороны. И теперь можно оставшуюся часть тоже сколоть. И проложить вот здесь вот строчку недостающую между этими двумя метками. Сделали. Теперь выворачиваем на лицевую сторону нашу бейку. Полностью оборачиваем срезы. И начинаем заворачивать срезы косой бейки таким образом, чтобы они закрывали шов. И скрепляем прищепочками. Все скрепили. Теперь идем прострачивать на машинке. Строчить будем близко-близко к краю. Начнем мы с того места, где у нас хвостик, то есть наша петелька. Петельку вот так вот возьмите и подтяните как следует, чтобы она у нас пришилась ровненько. Вот все, дошли до конца. Сделали здесь закрепку, отрезали ниточку. Так, смотрите, хвостик какой у нас получился с этой стороны и с этой стороны. Ну вот, прихватка практически готова. Что нам осталось сделать, так это носик. Нос мы будем делать из черного фетра. Нам понадобится еще выкройка. Это номер 8 на листе выкроек. Ручка гелевая, белая, черные нитки, иголка и ножницы. Сначала переведем на черный фетр выкройку носика. Переверните
обратной стороной и введите контуры. Теперь вырежем эту деталь. Вот так это будет выглядеть. Пришивать мы будем вручную. Вденьте в иглу черную нитку. На конце завяжите узелок. Лишнее можно отрезать. Узелок мы прячем внутри. Вот так вот примерно. И начинаем пришивать стежками через край. Ну так просто одной рукой держим, а другой рукой пришиваем. На уголочках можно сделать по 2 стежочка, чтобы лучше держалось. Прошили все до конца. Теперь давайте сделаем несколько стежочков на одном месте. Теперь иглу проведем где-нибудь там внутри и выйдем в произвольном месте. Чуть-чуть подтяните и отрежьте. Все, кончик спрятался внутри. Вот и все. Вот она, наша мышка, прихваточка. А вот еще одна. Я сделала 2 в зеркальном отражении, как видите. Это у меня пара прихваток. Шейте, показывайте ваши работы. До новых встреч!